Добрый день, друзья! Сегодня хочу вам рассказать, почему я хочу отказаться от посадки в стеклянные или в пластиковые вазоны с дырочками. Система, можно сказать, что полузакрытая. Что меня не устраивает и что мне не подходит лично мне. Неудобно в уходе за орхидеями. Здесь стоят у меня передо мной 3 горшочка. Ну, первое, наверное, понятно всем. С эстетической точки зрения водоросли в горшках в таких растут очень хорошо. И в какой-то момент даже не видно, какие там корни. А посажены они не так давно в эти горшки. Мы с вами в прошлом году практически все эти растения пересаживали, и за год нарастает такое количество водорослей. Их невозможно убрать. Я уже объясняла, что при хорошем освещении водоросли, когда остается влага в горшке, расти будут все равно. И с эстетической точки зрения тут все понятно. Хочется убрать эти водоросли, хочется, чтобы горшочек был чистый. Да, они очень красивы в посадке, когда не наросли, ничего там не растет, это очень красиво смотрится. Но потом приходит вот к такому не очень красивому или там эстетичному виду. Но это не самое главное. Мне неудобно поливать эти цветы. Поливать в каком плане? Да, можно заклеить вот такие дырочки на горшке. Можно заклеить, налить туда водички, налить туда удобрения, потом это слить. Но как бы я ни сливала воду, все равно небольшое количество воды, даже вот сейчас видно, что здесь в горшке есть небольшое количество воды, как бы я ее ни старалась слить, она все равно остается. И начинается там, может быть, даже гниение корней внутри, потому что я этого не вижу. Просушить такой горшок крайне сложно, он очень долго просыхает. Если я все орхидеи поливаю где-то 7-10 дней, то этим мне приходится поливать там раз в 20 дней, даже летом. И сами очень хорошо знаете, что сначала просыхает верхняя часть горшка и очень долго просыхает нижняя часть горшка, потому что это практически закрытая система. А я не очень люблю закрытую систему. Неудобно поливать, но если я поливаю их раз в 20 дней, то, соответственно, полив с удобрением у меня будет каждые там 40 дней. Но мне это все неудобно. Поэтому вот в таких горшочках посадок было много, я уже пересадила некоторые растения, которые отцвели. Это даю возможность доцвести этому растению, вернее, не растению, а этой орхидеи. Здесь еще что неудобно. Горшок маленький, корней уже много, и они, когда к стеклу прилепляются, они становятся просто плоскими. Но покажу вам очень интересное наблюдение. Очень интересно, как он начал растить корень, воздушный корень. Он его сначала закуклил, а потом раскуклил, и у нас опять получился дракон о 2 головах. Здесь 2 корешочка. Растут 2 новых корешка. Этот пока я не буду пересаживать. Он начинает потихоньку отцветать. Отцветет, я его спокойненько пересажу. Этот тоже пока трогать не буду. Здесь осталось 3 цветочка. Тоже все зеленое, как вы видите. Но здесь у основания начала расти маленькая детка. Пусть эта детка немножко подрастет, тогда я тоже пересажу его из этого горшочка. А этот я вам цветочек хочу показать еще потому, что я все время сажаю двойные горшки, и здесь мне очень удобно бороться с этими зелеными водорослями. То есть я поднимаю этот горшок. При поливе, как бы я ни сливала воду, когда я ставлю назад горшок, все равно здесь что-то, какая-то вода остается. И как у всех, все зеленеет. Но вот этот горшок я могу пойти и помыть. А здесь все остается чистое.
так делать удобнее, да и поливать удобнее. Когда вот такие горшки или ставишь в воду, или начинаешь вверх поднимать, все равно происходит небольшое движение керамзита, но происходит. Все равно отсюда снизу керамзит пытается всплыть. И вот эти движения в горшке тоже не очень хороши для орхидей. Но я еще сажала эти орхидеи, вот именно эти. У них были очень длинные корни, они не помещались в такие маленькие горшки. Примерно года полтора этой посадки, я думаю, что там внутри корни, которые были, они уже прекратили свое существование, поэтому вот эту орхидею я пересажу. Это небольшая орхидея, я ее недавно вам показывала в обзоре, она у меня цвела, было 2 цветоноса. Найду, вставлю фотографию, маленькие цветочки, желтенькие, с красными интересными прожилочками. Покупала очень давно в Икее. Сейчас, к сожалению, у нас в Икее нет таких красивых цветов, как были раньше. В общем, это мини-орхидейка. Фотографию покажу. Давайте разберем, посмотрим, что у нее внутри, и постараемся пересадить в двойной горшок, чтобы мне было за ней удобно ухаживать. Горшок подберем по размеру корней. Давайте эту орхидею освободим ее от горшка. Кстати, орхидея сама по себе очень капризная. Мне кажется, что все желтые орхидеи капризные, но это очень капризная. Что с ней только в жизни не случалось. И клещи, и она теряла все корни. Вообще расти не хотела. Заодно и посмотрим, как же корни растут в керамзите. Ну, хочу вам сказать, что не так плохо, как мне казалось. Все корни внутри керамзита в очень хорошем состоянии. Один маленький гнилой кусочек. Наверное, это вот от этого корня отгнил, от старенького. Но мы его тоже обрежем. А так, вот они, корни, растущие внутри горшка, внутри керамзита. Ну, наверное, этими корнями все сказано. Да, и горшок придется опять для него искать большой. Но попробуем закрутить. Сейчас будем мерить горшочек. Что я делаю с этим керамзитом? Я этот керамзит хорошо промываю в горячей воде. Если бы какие-то были в керамзите, например, загнивания большие корней, я бы его прокипятила минутки 2-3. Но здесь ничего нет. Можно просто обдать его кипятком, промыть, и можно использовать снова. Беру вот такой двойной горшок. Сама орхидея по цветению, конечно, для такого горшка цветочки у нее маловаты, но корней у нее столько, что придется помещать их в этот горшок. Так, как я это буду делать? У орхидеи есть воздушные корни. Например, вот этот. Вот есть длинный воздушный корень. А остальные можно постараться поместить в горшок. Вот этот корень нужно поместить. И для того, чтобы все корни легли в горшок, есть манипуляции, когда надо просто корень там внутри горшка, вам не видно, наверное, будет, но вот такой корень внутри горшка надо разместить аккуратно, чтобы он лег туда вовнутрь. И потом, я уже показывала, как их делать. Придерживая орхидею, поворачиваете горшочек, и орхидея туда как бы тонет в этом горшочке, садится поглубже. А эти корни мы сейчас засыпем. Единственное, что здесь не получится ее посадить посередине, но это не самое страшное. Вот видите, она села поглубже. Это очень хорошо. Засыпать буду новым керамзитом.
чистым. Вот этот корешочек тоже просится в горшок, поэтому я его опущу. Кстати, воздушные корни очень быстро привыкают к посадке. Ну, можно оставить какое-то количество воздушных корней, потому что орхидеи ими тоже пользуются. Ну вот и все. Я закончила с посадкой этой орхидеи. Почти все корешки поместились в горшок. Поливать ее буду тогда, когда просохнут корни. Вы видели, что корни у нее были влажные. Эта орхидея еще капризна тем, что, выпуская новый листик, она после цветения начала выпускать новый лист. Она обязательно отсушивает 1-2 старых листа. Но вот так она живет, и так она жила всегда. И видите, начинает желтеть листик. Так она всегда делает. Под каждой моей пересадкой всегда есть один часто задаваемый вопрос. А придерживаюсь ли я фазы Луны, там, еще каких-то народных примет? Нет, я не придерживаюсь ни фазы Луны, ни народных примет, способов и мнений. Нет, я пересаживаю орхидею тогда, когда, во-первых, удобно это мне, у орхидеи растущие корни, или просто ее нужно пересадить по показаниям по каким-то. Но хотя, если вы придерживаетесь, если вы точно уверены, что ваши орхидеи можно пересадить только по фазам Луны, конечно, пересаживайте. Но почему нет, если вас это устраивает? Вот такая посадочка. Кстати, после пересадки в стеклянный горшок орхидея у меня вот эти 1,5 года она процвела 2 раза. Сейчас она в активном росте, поэтому надеюсь, что к осени она опять зацветет. Красивые, мне очень нравятся эти маленькие цветочки с красными прожилочками. Ну, последим, увидим, как она будет цвести. А эти я тоже пересажу, но я не думаю, что вам интересно смотреть каждую посадку-пересадку. Это будет все то же самое, я вытащу из горшка и также ее пересажу в новый горшок. Просто потом где-нибудь на полочках увидите, что эти орхидейки тоже пересажены. Но если интересно узнать продолжение истории об этих орхидеях, конечно, подписывайтесь на канал. Буду отвечать и на ваши вопросы. И пересаживать у меня очень много орхидей, которые надо пересаживать, но какие-то основные я буду показывать обязательно. Так что до новых встреч! Увидимся на канале!